myself. I'm Dr. Rizzo. I'm from Rome, Italy. Я из Рима, из Италии. I'm an allergist and nutritionist. Я I've been working many years. И специалист по питанию, диетолог. Particular attention for me has been always food intolerance, which today we call food adverse reaction. Тема моего интереса – это непереносимость пищевых продуктов, или, как мы называем, нежелательные пищевые реакции. As an allergist, when we saw people suffering from food intolerance, we thought that either it was an allergy or did not exist. Когда мы говорим или видим таких больных с непереносимостью пищевых продуктов, мы говорим, что это либо аллергия, либо говорим о том, что это состояние не существует. We were just meeting our patients saying that maybe something was in their mind that was not real. И мы говорим таким пациентам зачастую, что что-то у вас в голове, и, может быть, что-то не так, вы что-то не так себе надумали. So when we were talking about food intolerance, it was something which was submerged, unknown, obscure, like this iceberg you can see on the slide. Тема пищевой непереносимости на самом деле это тема, которая напоминает из себя ту самую скрытую, неизвестную часть айсберга. Actually, we didn't know much about food intolerance because we never knew the mechanism why they became offending foods while we were eating them for so many. Мы не так хорошо знакомы с этой тематикой, поскольку механизм того, как же это происходит, с чем это связано, многие годы оставался неизвестным. So foods that we have eaten for many years, all of a sudden there were foods we did not tolerate. And these were отличные продукты, и неожиданно оказывается, что мы их не переносим. Milk, eggs, olive oil, tomato. Оливковое масло, помидоры. So it was much different than what the food allergy was for us, IgE-mediated reactions. Это немножко отличается от обычных опосредованных иммуноглобулином Е аллергических реакций. Like for shellfish or strawberries or peach or nuts. Как аллергия на орехи или на клубнику или на другие такие известные аллергены. See, like urticaria or angioedema. Это похоже на ангионевротический отек или на уртикарию, на крапивницу. But when we were talking about dairy foods, they never create this type of reactions, but we had the chronic reactions. Но мы говорим in every organ of не о таких известных аллергических продуктах, а обычных продуктах, обычной еде, которые приводят к каким-то непонятным, нежелательным реакциям практически во всех органах и системах. So particular attention was given by all doctors to nutrition before they prescribe any type of medications for the pathology of the patient. Ранее, соответственно, врачи уделяли большое внимание аллергическим реакциям перед тем, как назначить ту или иную терапию. So the allergists, before prescribing immunotherapy or drugs, they were take care of nutrition before any other thing. И аллергологи, соответственно, до того, как назначить какую-либо иммунотерапию или какое-либо лечение для пациентов с аллергией, как правило, изучали вопрос, связанный, собственно, с потребляемыми продуктами и с пищевыми привычками. The same did the pediatrician, which were taking care of children after the breastfed with the mother. Then they used to give them dairy products, milk, vaccine milk, and they started to see skin reactions or intestinal reactions to the children. И в итоге то же самое и с педиатрами, когда ребенок уходил с грудного питания, начинал принимать какие-либо продукты из искусственного молока или вообще какие-то новые, приходил на новые естественные продукты, у него могли появляться какие-то аллергические реакции, и педиатры на это обращали особое внимание. Many gastroenterologists today, they take care of nutrition before any other therapy because all the gut are very related to nutrition. All problems we have in the gut or gastrointestinal we reflect on what our eating habits are every day. И сегодня многие диетологи говорят о том, что то, что мы едим, и то, что проходит через, скажем так, наш кишечник, через наш желудочно-кишечный тракт, может серьезно сказываться и на нашем общем состоянии. Sports medicine. Obviously, we prepare athletes today without any doping, fortunately. So we take care of nutrition when we prepare the athletes and before any game, any type of
sport event. В спортивной медицине, когда спортсмены готовятся, они получают специальные продукты, специальные, скажем так, особое специализированное питание даже до того, как они выйдут на спортивную площадку. И эти продукты специально разрабатываются. Psychiatrists, many diseases which affect our brain can be due or triggered by food, by nutrition. And we can see that many times in related psychiatric related problems like autistic children, hyperactivity, dyslexia, and even epilepsy, some types of epilepsy can be due to food, to nutrition. Психиатры говорят о том, что некоторые психиатрические состояния могут быть связаны с пищевыми продуктами, с тем, что мы едим. Эпилепсия, какие-то другие разнообразные психиатрические нарушения могут быть связаны с потребляемой пищей. In particular, cryptogenetic epilepsy, the Rolandic area which is affected of the brain, can be due to nutrition, and many times, 80% of times, it could be due to milk products. В частности, при криптогенной эпилепсии, когда поражается Роландова зона, считается, что в этой ситуации пищевые продукты играют ведущую роль, и, скажем так, основная роль в такой ситуации из пищевых продуктов уделяется именно продуктам молока. Then we have also in dermatology, many diseases which affect the skin can be due to nutrition or triggered by the nutrition products. То же самое в дерматологии. Масса продуктов, масса заболеваний, точнее, которые мы наблюдаем в дерматологии, связаны с потребляемыми пищевыми продуктами. Today we study nutrigenetics, nutrigenomics. Even this we can see predisposition from genetics, from let's say to not metabolize certain foods. И сегодня мы говорим о нутригенетике или нутригеномике, когда, соответственно, это наука, которая изучает, каковы генетические причины, по которым те или иные продукты не усваиваются. Today we can study some polymorphism which tell us if we are predisposed not to metabolize certain foods. И сегодня мы говорим о, скажем так, неких генетических факторах, которые предрасполагают к нарушению метаболизма тех или иных пищевых продуктов. It could be cruciferous vegetables, olive oil, or let's say grilled, and it will grilled. Or we can have some deficiency like MTHFR. For folic acid. И это могут быть различные продукты, это могут быть оливковое масло, это могут быть какие-то продукты из крестоцветных растений и другие продукты, которые приводят к нарушению, к пищевым нарушениям, пищевой непереносимости. We can study our metabolism to see if we are predisposed to have hypoxidative or hyperoxidative metabolism or neutral metabolism, so that we can organize during the day which foods we should eat at a certain hour of the day. Кроме того, нужно изучать наш собственный метаболизм, изучать, есть у нас гипер- или гипооксидативный тип метаболизма, и это позволит определиться с тем, какие пищевые продукты нужно употреблять в то или иное время суток. We can also see the predisposition for lactose deficiency and celiac disease. Также мы видим наличие генетической предрасположенности к целиакии или, соответственно, к лактазной недостаточности. For us in Italy, it's a very big issue about our population which suffer from lactose deficiency and so malabsorption of lactose, which is the sugar in the milk. And so we can study with genetics, also with breath tests. И для нас вот в Италии проблема лактазной недостаточности, соответственно, нарушение всасывания и усвоения лактозы в молоке, то есть молочного сахара, представляет собой большую проблему, которая сейчас интенсивно изучается. Мы изучаем в том числе ее и на ее генетические аспекты. Plus we have gluten sensitivity, which is not only celiac, also other people which suffer from gluten sensitivity. This is a global problem which is emerging throughout the world now. We have a great number of people who suffer from
gluten sensitivity. Также является большой, скажем так, всемирной, что ли, проблемой гиперчувствительность к глютену. То есть это не только проблема какого-то локального региона, это проблема сейчас уже всего мира. Масса людей страдает от повышенной чувствительности, непереносимости глютена. We're talking about 5 to 10% of the global population. И цифры, о которых мы говорим, это от 5 до 10% всего населения мира. Obviously, if we go on in endocrinology, many specialists take care of nutrition before give any other product, pharmaceutical product to their patients. И, естественно, когда мы говорим о таких проблемах, естественно, мы должны учитывать то, что наши подобные пациенты могут получать, могут получать и определенные лекарственные препараты, которые также играют свою роль в нарушении питания. There is a very close relationship in oncology and nutrition. Nutrition is not only preventive, but also therapeutic way to cure И питание, питание играет важнейшую роль и очень тесно связано с различными патологиями. В частности, посредством корректного питания можно применять корректное питание как один из методов лечения рака. In gynecology, many diseases could be due to food. Let's say endometriosis is one of these, which resent a lot from nutrition. В гинекологии одним из очень распространенных заболеваний является эндометриоз, и одной из возможных причин развития этого заболевания называют также пищевые нарушения, или, скажем так, пищевой фактор. There are many publications which tell that there is a very close relationship between food intolerance and Есть масса endometriosis. публикаций, которые говорят о тесной взаимосвязи непереносимости пищевых продуктов и эндометриоза. And also in cardiovascular disease, there is a very close relationship with hypertension or any, let's say, cardiovascular problems. Также, если говорить о сердечно-сосудистой патологии, то также говорят о наличии тесной связи с ее развитием пищевой непереносимости, в частности, с такой проблемой, как гипертензия. So as you can see here, we'll talk about nutrition. We should say the correct nutrition is very fundamental in the prevention of symptoms and must be the first therapeutic approach for any disease. И, как вы видите, как говорится на этом слайде, питание, или лучше сказать корректное питание, играет фундаментальную роль в предотвращении появления патологической симптоматики и должно рассматриваться как первый терапевтический подход в лечении любого заболевания. Many years of study research has enabled us to understand and explain many variables which link nutrition and the maintenance of the state of health in all individuals. Многолетние исследования позволили нам понять и найти объяснение различным, скажем так, переменным факторам, которые увязывают питание и поддержание состояния здоровья у человека. So the knowledge of the mechanisms of biochemical interactions, new fields of studies and research in the science of nutrition. Соответственно, понимание механизмов и биохимических взаимодействий открыло новые перспективы в проведении исследований и изучении, собственно, питания. So many times we risk an excess of knowledge and confusion many times. Too often we abuse of the terms nutrition and diet. Нужно также понимать, что зачастую мы попадаем в ситуацию, когда избыточные знания, избыток информации, избыток данных приводит к путаности. И в частности, мы очень часто путаем такие два разных понятия, как питание и диета. Because we also have a lot of confusion about terminology. We talk about intolerance or not. Также есть масса, скажем так, масса неясностей, касающихся терминологии, о чем мы, собственно, например, мы часто путаем такие понятия, как непереносимость и аллергия. So the European Academy of Allergy has given a definition for each one of these reactions. И Европейская академия аллергологии дала определение для каждого из вот таких, ну, скажем так,
похожих состояний. So when we talk about food allergy, we mean an IgE-mediated reaction, so immediate reaction, cause effect. Когда мы говорим о пищевой аллергии, мы говорим о реакции немедленного типа, то есть о реакции, которая наступает непосредственно после связи, после соприкосновения с аллергеном или иммуноглобулин Я последних реакциях. Sometimes we speak about pseudoallergy, which means there's an enzymatic deficiency, like lactose deficiency or favism, or even celiac disease. Также мы можем говорить о состояниях так называемой псевдоаллергии. Это состояние связано с с определенной ферментной недостаточностью, в частности, это лактазная недостаточность, фавизм или даже целиакия. Then we have foods which release histamine, like dried fruits, chocolate, canned food. These are foods which give hypersensitivity. Также нужно понимать, что имеются пищевые продукты, которые приводят к выбросу гистамина. Это сушеные фрукты, это шоколад, которые, собственно, приводят к развитию реакции гиперчувствительности. And then there are toxic reactions, like we have for mushrooms or for canned food which are spoiled, like botulism. Также нужно отличать здесь токсические реакции, связанные в частности с потреблением в пищу ядовитых грибов, либо потреблением консервированных продуктов, в результате чего можно столкнуться с ботулизмом. And at the end, but it's the most common, is the food intolerance, which there is a retarded reaction, not cause-effect mechanism. И последнее, но, наверное, самым частым, скажем так, самой частой патологией, с которой мы сталкиваемся, это непереносимость пищевых продуктов, то есть это отсроченные реакции, которые не связаны с иммуноглобулином Е, и здесь нет четкой связи, четкой причинно-зависимой связи. They're not IgE mediated. When you avoid the food, the symptoms. Соответственно, нет опосредованного механизма через иммуноглобулин Е, и если избегать потребления, собственно, пищевых, вот таких пищевых продуктов, то проявления патологии исчезают. We hold these foods, the toxins, up to 72 hours in our body. So it's not cause-effect. You can eat food today and have a reaction the next day. Но нужно понимать, что вот эти вот токсины или, скажем так, вот эти факторы, которые приводят к появлению нарушений, сохраняются в организме человека несколько дней, до 3 дней на самом деле. Соответственно, потребив какой-то продукт в пищу, мы можем получить реакцию не сегодня, скажем так, а на завтра или через день. So the European Academy of Allergy and Clinical Immunology define the food adverse reactions into big cases, toxic and non-toxic. И, соответственно, Европейская академия аллергии и клинической иммунологии разделяет патологические реакции на пищевые продукты на две группы: токсические и нетоксические. The toxic are the bacterial toxins or poisoning by mushrooms. К токсическим реакциям The non-toxic относятся реакции, вызванные бактериальными токсинами или отравлением грибов. Нетоксические реакции, соответственно, они разделяются тоже на две подгруппы: иммуноопосредованные и неиммуноопосредованные. The immunomediated are the food allergy, the non-immunomediated the food К иммуноопосредованным intolerance. реакциям мы, соответственно, относим пищевую аллергию, к неиммуноопосредованным мы относим реакции непереносимости пищевых продуктов. The use of terms immunomediated to indicate allergies and no immunomediated to indicate intolerance are not really appropriate. Но использование терминов иммуноопосредованные к аллергическим реакциям и неиммуноопосредованные к непереносимости пищевых продуктов на самом деле не является вполне корректным. Because food intolerance is still an immunitary hypersensitivity reaction. It's just that it does not depend only from the IgE. Пищевая непереносимость все равно является реакцией, иммунной реакцией, скажем так, гиперчувствительности. Просто проблема в том, что она зависит не только от иммуноглобулина Е.
So the basic principle in clinical nutrition is that some diseases can be caused or triggered by environmental factors. Если говорить о базовых принципах клинического питания, клинической диетологии, нужно говорить о том, что некоторые заболевания могут вызываться или запускаться различными факторами окружающей среды. Many diseases can be cured by the elimination of these factors. Во многих случаях мы можем успешно лечить такие заболевания, устраняя воздействие данных причинных факторов. Individual predisposition must be evaluated. В таких ситуациях необходима оценка индивидуальной предрасположенности к развитию патологии. The environmental factors include not only foods, but also preservatives, chemical substances in the air and also in the water, and obviously the intestinal environment, the damage of the gut flora. И в развитии таких заболеваний, когда мы говорим о, скажем так, факторах окружающей среды, мы говорим не только непосредственно о пищевых продуктах, но также об используемых в них консервантах, о каких-либо химических веществах, с которыми можем столкнуться с водой или в воздухе. И также мы говорим об среде в кишечнике, то есть о нарушениях состава и функции микрофлоры кишечника. So in any disease, we must always remove chemical or toxic substances from our body. И при любом заболевании необходимо обязательно устранить химические или токсические, вывести химические или токсические компоненты из организма. And repair possible chronic damages in particularly sensitive organisms which are exposed or inflamed. И также попробовать восстановить, что ли, те хронические повреждения у особо чувствительных организмов, которые могли быть нанесены факторами окружающей среды или какими-либо факторами, в частности, воспалительными. We always remember that when we introduce or food or chemicals in our body, we create an inflammation, which can become a chronic inflammation. Нужно понимать, что когда мы принимаем какой-либо продукт или какое-либо химическое вещество, которое попадает в организм и вызывает какие-то нежелательные реакции, в любом случае при этом запускаются процессы хронического воспаления. There are many theories why this becomes a problem for people when we become intolerant. What is the most accredited theory why this happens? Существует несколько теорий, которые говорят о том, почему происходит эта проблема, почему, собственно, мы сталкиваемся с такой проблемой, как пищевая непереносимость пищевых продуктов. Professor Jonathan Brostoff, my friend in England, always studied the theory of the macromolecules. И мой друг, профессор Чарльз Броссо, он, собственно, изучал аспекты, связанные с так называемой макромолекулярной теорией или теорией макромолекул. So he says that there is a damage of the intestinal barrier, which creates an increase in the intestinal permeability. So a leaky gut. И он говорит о том, что происходит в развитии этой патологии, обязательно имеет место повреждение кишечных барьерной функции кишечника с повышением проницаемости, собственно, кишечной стенки, что приводит к развитию синдрома повышенной кишечной проницаемости, или можно его называть малабсорбционному синдрому. So the leaky gut permits the transit of macromolecules and not the micromolecules, which are recognized from our body as non-self. Thus, will activate the body mechanism of defense. Таким образом, в результате нарушения проницаемости через стенку кишечника проникают макромолекулы, которые распознаются организмом как, собственно, не принадлежащие непосредственно к составу собственных молекул, и таким образом запускаются защитные механизмы. What is the function of the gut in our intestine? The major function is to promote the absorption of nutrients, avoiding to trigger immune reactions, which are very dangerous for the body.
This is the so-called oral immunotolerance. Соответственно, какова же функция вот, ретикулярной ткани кишечника? Ее основная функция – это предотвратить поглощение питательных веществ, которые могут вызвать какие-либо иммунные реакции, что очень опасно для организма. Это так называемый механизм пероральной, что ли, иммунотолерантности. The second, the most important thing is that the function of the gut is to facilitate the elimination of pathogenic microorganisms or eventual toxic substances which we introduce with nutrients. This is the so-called immunosurveillance. Вторая важнейшая функция ретикулярной ткани кишечника заключается в, собственно, элиминации, в устранении патогенных микроорганизмов или, соответственно, возникающих токсических субстанций, которые мы можем употребить вместе с питательными веществами. Это так называемая функция иммунного надзора. We remember that the gut is 85–90% of the malt, the mucosal gut-associated tissue. И мы знаем, что ретикулярная ткань кишечника представляет собой важную, скажем так, важнейшую часть иммунной системы человека. Means that all the organs, the internal organs, all the mucosa are the organs which deal with the defense of our body. И собственно, ретикулярная ткань в кишечнике является одним из важнейших органов, обеспечивающих защиту, что ли, организма от факторов окружающей среды. The second theory, which is the most accredited, I believe, is the general adaptation syndrome, which was put up by Anseli, Canadian endocrinologist. Вторая теория, наверное, самая распространенная, это теория общеадаптационного, что ли, синдрома, теория, разработанная Гансом Селье. He's the one who created the word stress. We owe the word to him. He's the one who invented this word, which you utilize all over the world. И, собственно, именно Ганс Селье ввел в практику медицины хорошо известное слово «стресс». Which is a non-specific response of the body to a negative И что же stimuli. такое стресс? Это не специфичный ответ организма на негативную стимуляцию. And we remember that whatever is the noxa, the offending thing in our body, our mechanism will respond always in the same way. So with the same mechanism of defense of the body. И нужно понимать, что, скажем так, независимо от отрицательного фактора, наш организм, как правило, будет реагировать примерно одним и тем же образом. So it represents our body as a big container, as you can see here. И, как вы видите здесь, наше тело представляет собой, ну, если хотите, такой большой конвейер, что ли. Which can be filled by any type of stress. И в составе, скажем так, We can talk about environmental и в нашем организме может noise. присутствовать различные стрессы. Стресс от окружающей среды, химические стрессы, стрессы, связанные с загрязнением окружающей среды, инфекционными факторами, психологические стрессы. But we have like virus, bacteria. We can have psychological, social stress, but we can have physical stress, any trauma, the meteorological changes in the weather, in the seasons, and at the end, hormonal stress. All these will be added by nutritional triggering factors, which is nutrition, which is foods. And this can lead to the filling of the body, of the container, up to the point where we can have symptoms and diseases. So we see the patient at the end, when the patient does not attribute a particular stress, the symptoms, but to an accumulation of stress. И таким образом можно рассматривать вот человека как, скорее, как контейнер, который накапливает различные, скажем так, стрессорные воздействия. Он может привести к тому, что что при взаимодействии еще и
еще и с пищевыми факторами, могут быть запущены патологические механизмы, приводящие к появлению уже каких-либо патологических симптомов или заболеваний. То есть человек в итоге, человеку может проявиться какое-либо, скажем так, заболевание, не связанное непосредственно с недавно воздействующим фактором, а оно может быть некой суммой воздействий разнообразных стрессорных агентов. При этом пищевые продукты выступают в качестве такого, патологического триггера. So the thing is that we can adapt to some type of stress, but we cannot adapt to other stress. So we must avoid the one that we can avoid. Другими словами, мы не можем адаптироваться к любым вариантам стрессорных воздействий. То есть к некоторым мы можем, и к некоторым нет. Соответственно, лучшая стратегия в такой ситуации – это, собственно, избегать таких стрессорных факторов. I can remove some chemical stress if I don't eat it, if I don't introduce it to my body. But I cannot avoid some psychological stress or social stress. If I work in a field and I cannot change my job, I must adapt to that stress. If I lose my job, I find a new one, but still I got to work. So some stress I cannot avoid. Есть также варианты стрессорных воздействий, которых мы не можем избежать. То есть, да, мы можем, например, не употреблять в пищу определенные химические вещества, избегая таким образом химических стрессов. Но, например, психологических стрессов избежать очень сложно. Другими словами, если у меня есть работа, и я ее потерял, да, я могу найти другую работу, но в любом случае психологический стрессорный фактор присутствовать будет. It all depends on our overload of the barrel that you see here, the container. It means that if it's half filled, we can react to stress. If it's very, very full, we cannot react to that. So we feel sick, obviously. И очевидно, как вы здесь понимаете, если данный, скажем так, стрессорный контейнер, да, не заполнен, то мы можем еще адекватно отвечать на воздействие стрессорных факторов. Но если этот контейнер переполняется, организм уже не может адекватно реагировать, и в итоге мы получаем развитие патологических симптомов или заболеваний. So, as I said before, many specialists, the first thing they do before they do any pharmacological therapy, they think about nutrition and to avoid at most the stress which the people undergo every day. Как я уже говорил, в аллергологии, в частности, до того, как назначить какую-либо терапию, специалисты, как правило, оценивают состояние различных стрессорных факторов и возможность, скажем так, исключения их из жизни пациента. So the allergist, before he gives a vaccine, he will take care of nutrition first in a child with the respiratory diseases, or asthma, or urticaria, or angioedema, or ocular rhinitis. Соответственно, до того, как назначить какую-то фармакотерапию или там, вакцинотерапию больному ребенку, педиатр, как правило, все-таки оценит состояние факторов питания, факторов диетологических. И это относится к лечению разнообразных патологий, в частности, патологии дыхательной системы, к наличию таким заболеваниям, как астма, ангионевротический отек, крапивница или окулоринит. And the same thing with the pediatric symptoms, the crabble cap, the vomit, the diarrhea, malabsorption, hypogrowth, recurrent mucosal infections, let's say ear infections. Many of these type of inflammation are due or triggered by nutritional substances. То же самое и чисто педиатрические нарушения, в частности, такие нарушения, как сибарейный дерматит, тошнота, рвота, синдром малабсорбции, нарушение роста, рецидивирующие инфекционные состояния. Многие, скажем так, из этих нарушений, при многих из этих нарушений в качестве триггера выступает пищевой фактор. And so also gastroenteric symptoms and diseases like irritable bowel syndrome, gastritis, alternative bowel evacuation, lactose malabsorption, celiac disease, bloating, flatulence, and at the end, even ulcer.
Также к таким состояниям, связанным с пищевыми продуктами, можно относить и различные желудочно-кишечные симптомы заболеваний, в частности, синдром раздраженного кишечника, гастрит, синдром нарушения, скажем так, эвакуации кишечника, нарушение всасывания лактозы, целиакия, метеоризм и даже язвенное состояние. And again, emotional and psychiatric symptoms, anorexia and bulimia. It's an emerging problem now, even in children, 10 years old, 11 years old. We have problems with depression, anxiety, panic attacks, hyperactivity, and dyslexia, the so-called ADD, ADHD, autistic syndrome, epilepsy, as I anticipated before. И к таким состояниям коррелируют с пищевыми факторами относятся и разнообразные эмоциональные психиатрические проявления. Такая нарастающая проблема, как анорексия, булимия, различные проявления депрессии, тревожности, панические атаки, такие нарушения, как гиперактивность, дислексия, состояния, как синдром дефицита внимания или синдром дефицита внимания и гиперактивности, синдром аутизма и, как мы уже говорили, эпилепсия. I'm sure we can dedicate a whole seminar only on these problems in children, autistic syndrome and hyperactivity. И мы проводим отдельный семинар по данным проблемам у детей. В частности, он касается синдромов аутизма и гиперактивности. Let's look at dermatological problems, dermatitis, eczema, atopic dermatitis, urticaroid syndromes, and recurrent infections, itching, all problems that can be due to nutritional and also chemical substances. Также кожные заболевания могут быть связаны с пищевыми продуктами. Такие состояния, как дерматит, экзема, атопический дерматит, уртикариоидные, скажем так, нарушения, рецидивирующая инфекция или зуд. Все эти состояния, к сожалению, могут быть связаны с пищевыми продуктами. And also endocrine diseases, obesity, we should say obesity, because obesity today is a very big issue, a big disease. Like diabetes type 2, the 14th of November will be the day of diabetes throughout the world. Metabolic syndrome, menstrual cycle imbalances, these are all endocrine diseases. Также к заболеваниям, связанным или запускаемым пищевыми продуктами, можно относить и эндокринологические нарушения, в частности, глобальную эпидемию ожирения, которая сейчас на данный момент является действительно глобальной проблемой, диабет второго типа, метаболический синдром, нарушение менструального цикла. Все эти состояния мы можем отнести к группе эндокринологических нарушений, вызванных или связанных с пищевыми продуктами. And in oncology, just big, some words. There's no cancer which cannot be also prevented with nutrition, but not only prevention, also secure after surgery. В онкологии мы можем говорить о том, что, скажем так, не существует онкологических заболеваний, которые нельзя было бы предотвратить при правильном питании, но при этом нужно понимать, что даже правильное питание не гарантирует, собственно, не может гарантировать полное отсутствие риска развития онкологических нарушений. This type of patient undergo either mechanical problems in eating and also metabolic problems in eating, biochemical problems in eating. У таких пациентов могут наблюдаться, скажем так, метаболические и биохимические проблемы или нарушения, которые в дальнейшем приводят к развитию более тяжелой патологии. Some of them need parenteral nutrition, some of them need enteral nutrition. Некоторые из них нуждаются в парентеральном питании, некоторые, соответственно, в энтеральном питании. So we must know how to feed these people to make them recover from surgery many times. В частности, зачастую таким пациентам нужно
обеспечивать адекватное питание с тем, чтобы они могли восстановиться после тяжелых и достаточно обширных онкологических операций. Then, as you can see, you have a list of problems. In this case, migraine, hypertension, arrhythmia, dizziness, vascular deficiency, edema, all which are associated to foods many times. Далее, следующий большой спектр заболеваний, связанных с пищевыми продуктами, это сердечно-сосудистые нарушения, в частности мигрень, гипертензия, аритмии, головокружение, различные, скажем так, сосудистые недостаточность или проявления, связанные с отечностью. Все они, опять же, могут быть связаны с пищевыми продуктами. Let's go into some diagnostic methods of investigation. How do we find out if people have food allergy or food intolerance? Теперь давайте поговорим о диагностических методиках, как же мы можем все-таки различить, с чем мы имеем дело, с аллергией или все-таки с непереносимостью пищи. We have in vitro investigations. We have in vivo investigations. Существуют методы исследования как инвитро, так и инвиво. We can do prick testing, prick by prick. Мы можем использовать различные тесты, инъекционные кожные пробы, так называемые прик-тесты, тесты провокационные, тесты на интродермальные реакции. We do patch tests for chemicals. Мы можем делать тесты с патчами, с пластырями на чувствительность к определенным химическим веществам. But all these type of testing are okay if you're going to investigate allergies, like chemical, food allergy, or metals, like nickel, let's say. И это относится это хорошо работает при, скажем так, аллергических реакциях или при изучении реакций на какие-либо химические вещества, в частности на металлы. But these are all not valid methods to investigate on food intolerance. Но, к сожалению, эти методы не слишком хорошо подходят для изучения пищевой непереносимости. Okay. So what we do when we investigate on food intolerance, we can do rotation diet, exclusion diet, or cytotoxic testing method. Что же можем использовать для изучения пищевости? В частности, можем использовать такие методы, как ротационная диета, эксклюзионная диета и цитотоксическое тестирование. Okay. How we do cytotoxic tests? Cytotoxic is a blood test. Что же такое цитотоксический тест? Это, собственно, тест, для которого требуется взять анализ крови. Это очень простой тест, для него требуется всего лишь 5 миллилитров внутривенной крови. Соответственно, образец крови помещается в пробирку с цитратом. Затем мы получаем плазму. Из нее извлекается взвесь лейкоцитов. Потом помещаем их в пробирке с дистиллированной водой. После этого мы помещаем 2 мл этой смеси в специальные, что ли, вазелиновые кольца, наполненные аллергеном, закрываем покровным стеклом и ждем некоторое время, чтобы провести оценку полученным результатом под микроскопом. Время ожидания, соответственно, составляет 15 минут, после чего мы можем взять обычный световой микроскоп и посмотреть, есть ли реакция. И, соответственно, тест может быть проведен в период до 72 часов от момента забора крови. As you can see in the pictures here, it's a small taking of blood, drawing of blood. Then it's mixed in the test tube with the sodium citrate. We eliminate the serum with a micropipette. Мы берем небольшую порцию крови, помещаем ее в пробирку с цитратом натрия, затем с помощью микропипетки извлекаем сыворотку.
then we still again eliminate the excessive serum. После And we take the buffer coat to the center. После этого мы удаляем сыворотку за исключением последних 200 микролитров, которые находятся непосредственно около буферной зоны. We mix it in an of cuvette. Соответственно, мы помещаем эту кровь, соответственно, в пробирку Эппендорф. We add some distilled water to make up some openings of the blood, some spots in the blood. Затем мы добавляем небольшое количество дистиллированной воды, чтобы, скажем так, ну что ли, растворить какие-то сгустки. And after the patient is prepared, we just put on the slides, the testing slides, like you can see here. И затем мы берем по 2 микролитра полученного раствора и помещаем их, собственно, на стекло. Each slide contains 3 allergens, as you На can каждом see. слайде, как видите, на каждом стекле предметом находится 3 различных аллергена. И мы, собственно, помещаем сверху по 3 капли крови. Put the small cover slip on top of the reaction. Затем каждая из этих капелек покрывается отдельным покровным стеклом. This is how we see for the incubation for 15 minutes before reading the И, reaction. соответственно, как видите, вот этот планшет с покровными стеклами и уже с предметными стеклами, покровным стеклом, и мы ждем 15 минут, прежде чем оценить реакцию под микроскопом. We don't need a big sophisticated microscope. A regular 40 times microscope is okay. И не обязательно использовать какой-то сложный высокотехнологичный микроскоп, обычный микроскоп вполне подойдет. This is what we see on the microscope. This is a normal reaction, which we call the first degree reaction. И, собственно, что же мы видим под микроскопом? Вот это нормальная реакция, мы ее называем, это так называемая реакция первого уровня. Where you can see the normal piling of the red blood cells. Мы видим, So they are normochromic. мы здесь видим нормальное скопление эритроцитов, и, собственно, эритроциты, очевидно, видим нормохромные. And the white cells are normal. You can see some white cells. И также мы видим в поле зрения нормальные лейкоциты. This is a first, second degree reaction. Это реакция, скажем так, между первым и вторым уровнями. Some white cells which are damaged, but the red cells are still piled together. И мы видим, что имеется некоторое повреждение у некоторых лейкоцитов, но при этом эритроциты вполне нормальные. Second degree reaction, which is a more severe reaction, where there are swollen leukocytes in the Реакция field. второго уровня – это более тяжелая реакция. В поле зрения мы видим отечные лейкоциты, раздувшиеся такие лейкоциты. You see 5 or 6 white cells which are damaged with the vacuoles Мы видим 5 или inside. 6 поврежденных клеток, и внутри этих клеток видны вакуоли. But still red cells are okay. Но опять же, эритроциты, пока еще с ними все в порядке. This is a more severe reaction where the red blood cells are not chromic, they are hypochromic. See? They're not piled. Здесь мы уже видим отсутствие столбиков эритроцитов, да, они уже не нормохромные. And the white cells are completely destroyed. При этом лейкоциты полностью разрушены. Again, this is a more severe reaction. We call it the fourth degree reaction. Следующая, еще более тяжелая реакция, так называемая реакция 4-го уровня. Where the red cells are Здесь hypochromic эритроциты гипохромные. and there is a complete disgregation of the leukocytes, of the white cells. И мы также наблюдаем, что лейкоциты полностью разрушены, и их клеточная мембрана также, скажем так, полностью, ну что ли, уничтожена. The membrane is completely destroyed and you see the cytoplasmic
material outside of the И cell. мы видим, что разрушена клеточная мембрана лейкоцитов, и все содержимое клетки, скажем так, вышло за предел, собственно, клетки. We have done many evaluations to compare cytotoxic tests with other laboratory Мы methods. провели массу оценок и сравнений нашего метода цитоксического тестирования с другими, стандартными, что ли, лабораторными методиками. But we have done a comparison of the two, and we have done it mostly with eggs and milk, which have a very high molecular weight. Мы провели тестирование на 20 пациентах с непереносимостью к продуктам молока, к молочному белку и к яичному белку. And then we look up at the report of the culture counter test. И вот This is a здесь normal. вы видите результат, собственно, проведения теста на счетчике Культера. As you can see, a blood sample of a patient which was intolerant to milk casein before the addition of algae. И здесь вы видите результат теста пациента с непереносимостью молочного казеина до и, соответственно, после, слева до, справа после добавления или внесения аллергена. On the left side, you see the before the addition of the allergen. Соответственно, слева, как я уже сказал, это слайды, где мы видим результат теста крови до внесения аллергена. On the right side, you can see after the addition of 15 microliters of А casein. справа мы видим результат после добавления 50 микролитров казеина. You can see that the histograms are changing from before to after. Мы видим изменения, собственно, в гистограммах, The spot diagram changes, изменения в точечных диаграммах, and the dispersion diagram of neutrophils and eosinophils completely changed. и также дисперсионная диаграмма нейтрофилов для нейтрофилов и зенофилов также полностью, скажем так, отличается. We did the same thing here with eggs. We have seen the same То же changes. самое мы сделали, такой же тест мы сделали для яичного белка, и мы видим очень похожие нарушения. We did it with the beta-lactoglobulin. Вот пациент с непереносимостью к бета-лактоглобулину. И опять же мы видим похожие нарушения. Еще один пациент с непереносимостью к казеину. But this was able to compare. We have these two big items, which are milk and eggs, but was not true with the other foods, like vegetables, fruits, and other foods. И это было достаточно простое исследование, поскольку мы сравнивали, собственно, молочный белок и яичный белок. Но при этом такие же результаты можно было получить и для других продуктов. In this case, the cytotoxic method seems to still be more effective and reliable. Но в нашем случае, в случае нашего исследования, мы видим, что метод цитотоксического тестирования представляется более эффективным и более надежным. There have been done other diagnoses with food adverse reactions, utilizing obviously other IgE and IgG and IgG4 methods. Далее мы добавили другие методы инвитро диагностики нежелательных реакций на пищевые продукты, в частности реакции с добавлением или специфичные по иммуноглобулинам G и иммуноглобулинам G4. These were all compared with the cytotoxic test method. И все эти тесты, соответственно, их результаты мы сравнивали с результатами цитотоксического теста. And so the cytotoxic modification in the shape and the aspect of the volume of leukocytes up to complete lysis are considered indicative of a food adverse reaction. Соответственно, при цитотоксическом тесте мы можем говорить о том, что изменение формы, объема и свойств, что ли, лейкоцитов до их полного лизиса мы можем рассматривать как указание на наличие
патологической реакции на пищевую продукт. The most important thing is that the observation of each reaction must be detected in various fields, not in only one field. Но нужно понимать, что такие реакции мы должны наблюдать не в одном, а, собственно, в нескольких полях зрения. We can define a positive reaction when we observe at least 60% of white cells which are damaged. И, соответственно, можем говорить о положительной реакции при повреждении не менее 60% лейкоцитов. This was a validation test which was done by our Ministry of Health some time ago in 2004, where they compared in this project the validation of food intolerance in vitro. So they compared the cytotoxic method with IgE and with IgG. Вот на данном слайде вы видите проект нашего Министерства здравоохранения, в котором они проводили валидацию методов оценки пищевой непереносимости с помощью инвитровых тестов, и они сравнивали метод токсического тестирования, а также тесты, основанные на использовании иммуноглобулинов Е и G. This was a published work. They observed 190 adults which were studied between 18 and 60 years old. И в этом исследовании было включено 190 взрослых различного возраста с различными клиническими проявлениями. And the clinical manifestations were urticaria, irritable bowel syndrome, abdominal bloating, and migraine. К клиническим проявлениям, собственно, относились крапивница, синдром раздраженного кишечника, вздутие живота и мигрень. So they did all the screening, and then they compared the results of these, where they saw that most of them had shown positive to the IgE and IgG, but most of them were positive with the cytotoxic test, which were not detected with IgE nor IgG. Соответственно, по данным этого исследования было показано, что у большинства пациентов тесты на иммуноглобулин Е или иммуноглобулин G, у части пациентов с тестами на иммуноглобулин Е и иммуноглобулин G были отрицательными, но при этом использование токсического теста показало наличие непереносимости на определенные вещества. Там ситуации, где тесты, иммуноглобулиновые тесты не сработали. Here you can see the list of foods which were tested. And there Вы were здесь видите список продуктов. citrus Здесь, meats, соответственно, мы видим молоко, яйца, смесь цитрусовых, орехи, картофель, помидоры и... And again, patients with one or more positive reactions with specific IgG with a medium high range who were under an elimination diet for a period of 3 months did not change. Также нужно сказать о том, что у пациентов, у которых была одна или несколько положительных реакций на конкретные, на специфические иммуноглобулины G в уровне среднего или высокого уровня реакции, и которым была назначена элиминационная исключающая диета на период в 3 месяца, их состояние не изменилось. The consecutive value with the IgG ameliorated significantly the initial symptoms, and after 6 months there was a decrease on the IgG positivity. Последующая оценка состояния по иммуноглобулину G показала существенное, снижение интенсивности выявленных симптомов, и через 6 месяцев наблюдалось снижение степени положительной реакции на иммуноглобулин G. A longer follow-up showed again that there was again a decrease in IgG titer and further amelioration of the symptoms. Более длительное наблюдение в дальнейшем показало дальнейшее, опять же, снижение титра антител к типа иммуноглобулинов G и дальнейшее облегчение или купирование, что ли, соответствующих симптомов. There were other trials which were done, and мы проводили другие исследования и сравнивали такие тесты, как тест ELISA на иммуноглобулин G4. And
And again, we have all the comparisons and the results of this testing. И, собственно, опять же, вот видите результаты тестов и соответствующих сравнений. And this was a comparison between the IgG and the cytotoxic test. Вот это вот сравнение между сравнение цитотоксического теста и теста на иммуноглобулин G. Again, you can see here between for milk, eggs, yeast, and dry fruit, the IgG 7 out of 10, the IgG4 5 out of 10, cytotoxic we could detect a 10 out of 10. И если мы посмотрим вот на данную сравнительную таблицу, мы увидим, что, например, на молочные продукты тест на иммуноглобулин G выявил патологию в 70 случаев, на иммуноглобулин G 4 в 50, а цитотоксический тест показал наличие патологии у всех 10%. As you can see on the cytotoxic test column, there were more detection of a positive reactions respect to IgG4 and IgG. И как видите, в левой колонке, которая относится к цитотоксическому тесту, мы видим, что патология выявлялась в большем числе случаев, чем при применении тестов на иммуноглобулин G или иммуноглобулин G4. So, what are the conclusions and perspectives for these? These preliminary results need to be validated on a wider range of patients, which will also include a good number of a healthy population as a control group. Because one of the problems is that we don't have necessarily a control group to look for. И какие же можно делать выводы и что мы можем видеть в будущем? Данные предварительные результаты необходимо валидировать и изучать на более широкой популяции пациентов, что требует включения достаточно большой группы, скажем так, здоровых добровольцев в качестве контроля. Но проблема в том, что у нас нет такой группы. We have a very big bibliography, not only from United States or Europe, but also in Italy, which we have done during these 20 years, 30 years, where we try to validate the test much more. And we put a trademark on the Italian cytotoxic testing, which is much different than what the Americans used to do in 1970s, 1980s. И мы изучали, собственно, этот тест в течение многих лет, и нужно понимать, что изучение этого теста требует изучения различных популяций, то есть не только не просто ограничение каким-либо одним континентом, а изучение теста на различных популяциях, потому что наши результаты тестирования, скажем так, европейских или итальянских пациентов могут серьезно отличаться от того, что мы получаем в Америке. Cytotoxic test shows a higher sensitivity with respect to the immunoenzymatic tests for all the allergens which we investigated. It is very important for the correct clinical application to indicate the level of severity of the тестов в отношении всех изученных аллергенов. И также очень важно для корректного клинического применения указывать уровень или тяжесть повреждения клеток. Okay. And this is some of the bibliographic studies we have done. Some of them are not ours, are very, very old, 1960s, 1970s, as you can see. And at the end, we can see more recent works that we have done in various fields. As I said before, in obesity or psychiatric problems or gastrointestinal problems. And there's a lot of evidence that avoiding certain foods from the diet will solve or help to solve many problems. Далее вы видели вот список литературы, который мы, собственно, в котором показаны работы. Собственно, не все работы наши, это различные исследования, некоторые из них достаточно старые. Вот мы видим, что здесь есть работы 50-х, 60-х годов, потом более современные исследования. И эти работы, эти исследования говорят о том, что при различной патологии, как мы уже говорили, при ожирении, психиатрические заболевания, заболевания желудочного и кишечного тракта могут быть связаны или могут, скажем так, инициироваться различными пищевыми факторами.
I will stop here, and I thank you very for the kind attention and patience, and I'm here waiting for all the questions you may have, so I can answer you singularly, or you can also write the answers, the questions if you have any, so we can be more precise on the various issues we have. И, соответственно, я на этом завершусь. Я буду готов ответить на ваши вопросы. Вы можете, собственно, мне так устно или писать, я попробую на них ответить. Okay. So, Professor, I see here at the moment we have 3 questions. So 2 of them are in Russian and 1 in English. Yes. So I can translate the Russian ones and then you answer English one. Okay. Okay. So first question is, could you please give a list of products which you call as histamine liberating agent, histamine liberating product, or a product which let's say trigger release of histamine? Sure. Well, I mentioned some of them, which could be very aged cheese. Может быть такие продукты, как сыры, причем такие сыры длительного хранения, шоколад, алкоголь и консервированная еда. Some types of fruits which doesn't necessarily give you allergy, but even kiwi or nuts can liberate the histamine. Есть определенные фрукты, в частности, которые не обязательно вызывают аллергию, но, например, даже киви или орехи могут привести к выбросу гистамина. Even glutamate, bunion cubes can be one of these. But also preservatives in the foods. The various E127, E401, which are the European numbers for the preservatives, colorings, and the additives in the foods. So many of these can also trigger the liberation of histamine in our body. И к ним, кроме того, нужно относить и различные вещества, которые добавляются в современные, скажем, в современные пищевые продукты. Это и глютамин, и такие, скажем так, ну что ли, консерванты, как Е27, Е401 и многие другие консерванты или, скажем так, добавляемые в пищевые продукты вещества могут приводить к выбросу гистамина. Okay, so the next question, the next Russian question, it says the following: you gave all, or you gave a list of all the diseases which are related to immune disorders with an allergy as a background. But there is a question: can we consider the lactose level as a marker of how to call it, allergy of allergy impairment in a patient or not? Or marker of allergy severity, so to say. No, it's 2 different things. I did not say that there is a background of allergy in these people who suffer from food intolerance or food adverse reactions. They may both be present in one person. You can have allergies and intolerances, which are 2 different things, but you have clinical manifestations for both. I can have an asthmatic patient which is allergic to grass pollen or dust mites or any fungi, and it's IgE mediated. But the same person can also suffer from food intolerance, maybe to wheat or to milk or eggs or any other things. But lactose. Тут есть 2 момента. Значит, скажем так, нужно понимать, что нарушение иммунитета и аллергизация – это не обязательно связаны между собой состояния. То есть у одного и того же пациента могут быть одновременно и аллергические нарушения, и нарушения, связанные с непереносимостью пищи. Например, у меня есть астматики, у которых которые реагируют, собственно, аллергические реакции выдают на грибы или скажем
скажем так, на подобные продукты, реакции именно подобные, связанные с иммуноглобулином Е, но кроме того у них может быть отдельно и присутствовать и пищевая аллергия, и может быть, соответственно, непереносимость молока или яичного белка, или еще каких-то других продуктов. For the allergy, for lactose malabsorption is an enzymatic deficiency because up to a certain point of life we produce lactase in our intestine. The gut produce the lactase, this enzyme, for the digestion of lactose. The problem is that as the child grows up, at a certain point he loses the capacity of production of lactase, so we'll start to develop an intolerance, as we say, for lactose, excuse me, the sugar of the milk. So in the same person we can have intolerance to the proteins, the milk proteins, but the same person may have developed an intolerance to the lactase, so the deficiency of lactase. So in this case, when we introduce the milk again in the diet of the person, we must be careful to introduce a milk which has been taken out the lactose. So in Italy we have a preparation of milk, but throughout the countries, even in Europe, the food industry already prepared some type of milk which has taken out the lactose from it, and we even make cheese with this milk without the lactose. So it's important to tell the patient that once he avoids the milk, he must know if he can continue drinking the regular milk or a milk which has been taken out of the lactose inside. So it's two different things, and the lactose deficiency is for the whole life, like celiac disease. It's for the whole life. So we can take preparations of lactose, preparation of lactase, the sugar, the enzyme, before we eat dairy products, milk and derivatives, without having any side effects. In the United States, but also in Italy, we have patients who take this pill before they digest the lactose, so without any problem. So it's an adaptation to new type of diet, because we must take into consideration this fact that we can have a genetic deficiency in the production of the lactase enzyme. Если говорить о лактазе, то, соответственно, или о лактазной недостаточности, то это, собственно, немножко другая проблема. Это проблема ферментной недостаточности, то есть у ребенка в кишечнике исходно вырабатывается лактаза, которая с возрастом ее количество уменьшается и возникает, может, соответственно, возникать ее непереносимость. Но, опять же, возможно, есть отдельная проблема непереносимости молочного белка, и есть, и с другой стороны, есть, она может быть совершенно не связана с дефицитом лактазы. Это некоторым образом другая проблема. И, соответственно, у таких пациентов в любом случае нужно с осторожностью повторно вводить молоко в диету. Например, в Италии и во многих странах сейчас производится безлактозное молоко. Например, в частности, в Италии делается даже сыр из такого молока. И опять же, нужно здесь понимать, что так же, как целиакия, это состояние является пожизненным, и такие пациенты должны всю жизнь, собственно, пытаться следовать определенным ограничениям. На данный момент, также, как, опять же, как в Америке, так и в Италии, пациенты принимают препараты лактазы до того, как, собственно, съесть какой-либо продукт, связанный, скажем так, молочной промышленности. И это и здесь, в этом смысле, мы видим появление некой нового диетологического подхода, в котором мы учитываем еще и генетические факторы конкретного пациента. Okay, so maybe you'll answer the second question, which is in English. So can we use hydrocolonotherapy in clinical practice to combat allergy? Yes, we utilize hydrocolon therapy every day. I have in my clinic a machine which we utilize. Usually I do 5 or 6 patients a day with the hydrocolon machine. It's very useful because more than a washing of the colon, it's a preparation like a physiotherapy, a very real physiotherapy for the colon.
the colon must be cleaned out of any bacteria, fungi, or any chemicals you may retain in your body. So it will help to detoxify the body, and also to introduce immediately some gut flora preparations. After the last wash that we do, we introduce the gut flora preparation immediately. So part of the gut is already fulfilled with lots of bacteria, probiotics. Plus we can also do some therapies. We can use essential oils to help some inflammation of the colon. And the first thing that it gets better when we do hydrocolon is the skin. You can see a beautiful skin, and your mind is not foggy anymore. It's a very, very concentration after you do hydrocolon therapy. And we also utilize hydrocolon therapy for the preparation for the coloscopy. So before endoscopy, instead of preparing the gut with the usual preparation, isocolon and any purgan pills or whatever, we just wash the colon with the machine, and we have a beautiful view of the when we do endoscopy. If we must do also surgery like a polyp or something, we can have a very clear view of the surgery that we must do. And so it's a practical thing that we do very usually, and people come every 2 or 3 weeks to wash the colon. So each person does 4 or 5 times the washing in 3 months' time. And periodically, twice a year, the people come in and they just clean the colon this way. And so we do a medical history, we do a visit, and then we see if there is the necessity to do hydrocolon therapy. But we believe it's a very good tool to start with in even nutrition. И если говорить о гидроколонной терапии, то да, мы это используем, этот метод, у нас стоит специальный аппарат, мы делаем порядка 5-6 таких процедур в день, и мы считаем, что это весьма полезная процедура, это такая своеобразная история физиотерапии для кишечника. Мы очищаем кишечник от различной патологической микрофлоры, грибов и так далее, скажем так, проводим детоксикацию организма, и затем практически сразу же после процедуры даем препараты, скажем так, пробиотики, препараты с соответствующей, ну что ли, если позитивной микрофлорой. Кроме того, при этом можно давать одновременно какие-то определенные, ну что ли, дополнительные препараты, такие как масляные смеси. Это улучшает состояние организма, и пациенты могут даже отмечать улучшение, ну скажем так, например, состояния кожи. Кроме того, гидроколонотерапия может использоваться как в качестве метода подготовки к колоноскопии, и мы видим, как выглядит кишечник, собственно, после этого. Может использоваться в качестве метода подготовки к хирургическим вмешательствам для удаления полипов. Как правило, такие пациенты где-то делают такую процедуру раз в 2-3 недели, ну где-то там 4-5 раз, может быть, в 3 месяца. После этого они к нам приходят где-то 2 раза в год, мы проводим сбор анамнеза, обследуем пациента, и далее принимается решение, необходима ли повторная серия сеансов гидроколонотерапии. I want to add that any time that we have, in any case that we have inflammation of the colon, we can utilize this mechanism, this method. There are some colleagues, gynecologists, which practice hydrocolon therapy even in pregnant women up to the 4th or 5th month of pregnancy, because there is a change in their evacuation habits. They have constipation, and also this will push on the fetus, on the uterus. So they clean up the colon utilizing the therapy. So without any danger or without any side effects at all. Obviously not above the 4th or 5th month of pregnancy, otherwise it could be dangerous. Кроме того, нужно сказать, что этот метод используется также у пациентов с воспалительными нарушениями кишечника. Его используют даже гинекологи у беременных где-то до 4-5 месяца беременности. Это позволяет, собственно, снять такую проблему, как проблема, собственно, эвакуации содержимого кишечника. Собственно, женщины живут без запоров. И при этом эта методика безопасна, отсутствуют какие-либо опасности или побочные эффекты. Единственное, что, естественно, мы должны ограничиваемся, скажем так, сроком беременности, то есть там, не более чем 4-5 месяц. Okay, so next question.
Okay. So the question is that there is a patient that's a kind of we have, I think, two clinical cases here. So first is a patient after iodine therapy. A patient has a papillary thyroid cancer. After iodine therapy, patient developed allergy to thyroxine. So what could you recommend except for antihistamine agents for these patients? Because this patient with such a disease, they need to be treated with that hormone lifelong in suppressive doses. We, in this case, the specialist must find an alternative to that drug. But if he manifested an allergy towards that, he must stop using it and find an alternative way. There's no other way to treat this patient. So you must find with the Вы знаете, в такой ситуации, к сожалению, необходимо прекратить лечение этим препаратом и попытаться найти другую альтернативную молекулу, поскольку в данной ситуации, собственно, это единственное решение. То есть мы должны попытаться найти, врач должен поискать с пациентом некий альтернативный препарат с подобным действием. Sometimes there could be also additives in these drugs. Sometimes people react to the preservative or the additive which is in the drug and not the drug itself. So maybe even changing the type of product, it could be of help. So, but you must discuss this with the specialist. Опять же, эту проблему нужно обсуждать со специалистом, потому что иногда бывает так, что у пациента присутствует реакция не непосредственно на терапевтическую, да, на активную молекулу, а это может быть реакция на некоторые компоненты препарата, на какие-то консерванты или на какие-то другие, скажем так, носители, содержащиеся в лекарственном препарате. И, возможно, просто смена препарата, если хотите, смена производителя, да, может обеспечить положительный эффект и снять эту проблему. Но, опять же, это все нужно однозначно обсудить с лечащим врачом, соответствующим специалистом. So, okay, the next question, it's again another clinical case. So that's a question from the mother of the child with autism, and she said that we excluded gluten and casein, and milk casein. Which of other products we must rotate, or which of the other products should be rotated on a kind of a permanent basis? The gluten-free and the casein-free diet must be followed for a long period of time. Obviously, this involves the whole family, but they must cooperate so that the child doesn't get any gluten or milk casein or milk proteins. The other foods, I would do a cytotoxic test to the child and see if he has developed other food intolerance, because many times they develop other food intolerance because of the leaky gut, because they introduce foods every day. It could be cocoa, it could be eggs, it could be potatoes or tomato. So do the test and then see if he has developed any food intolerance, because in this case it's not that we avoid the gluten and the milk because of an intolerance. It's because these two foods will pass into the bloodstream, go into the mainstream, so they cross the blood-brain barrier. So once there, they disturb the metabolism of tryptophan in the production of serotonin. So what happens is that tryptophan, instead of following a metabolic pathway, it will follow another pathway. So in this case, it will produce the acid, which is called EACR, which is, they say, at least 2 times more potent than morphine. So it means that the child drugs himself every time he eats the milk protein and gluten protein. So he may develop other type of intolerance in this case. So cytotoxic test would be a good way to find out before, because he's already avoiding these 2 big foods. If we tell him to tell other foods, take out the foods, it's going to be a problem for the family to follow the diet. So it's better to know before time. And in any case, the more you rotate the foods, the better it is. The less you will get new food intolerance. It's the rotation diet that we must stick with. So if you eat the food every day, it's not okay.
If you eat the food 2 times, 3 times a week, it's okay. With any type of food. But this is not only the child, even us, I say. В данной ситуации, во-первых, нужно сказать, что безглютеновая и бесказеиновая диета – это очень хорошо и требуется, естественно, кооперация, да, других членов семьи, чтобы ребенок случайно не потребил эти продукты. В отношении других пищевых продуктов я бы провел этому ребенку цитотоксический тест, посмотреть, чтобы оценить, нет ли непереносимости других пищевых продуктов. И это может быть, поскольку ребенок может получать, скажем так, или вводится какая-то новая еда, это может все что угодно, и помидоры, или картофель, и так далее. Соответственно, и лучше это выяснить заранее. То есть не будет проблем у семьи, скажем так, соблюдать диету, если мы выясним, на какие продукты присутствует непереносимость, но это лучше знать заранее. И также нужно понимать, что мы избегаем, например, потребления глютена или молочного белка не просто так, а поскольку у ребенка имеется, соответственно, скорее всего, синдром малабсорбции или, скажем так, синдром вот этого повышенной проницаемости кишечника, то эти продукты эти молекулы попадают в кровь, проникают через гематоэнцефалический барьер, попадают в мозг, изменяют метаболические каскады триптофана, и вместо продукции серотонина триптофан превращается в некую кислоту, которая по своему действию в несколько раз превышает морфин. И в итоге каждый раз, когда ребенок потребляет такие продукты, он, скажем так, если хотите, входит в такое состояние, что ли, если хотите, наркотического такого опьянения, просто потребив соответствующую еду. И, соответственно, лучше знать, на какие продукты есть аллергия, и, собственно, их исключать. По поводу ротации, ротация должна присутствовать для всех продуктов, которые имеются в диете. То есть, соответственно, не рекомендуется потреблять одни и те же продукты каждый день. Возможно, мы можем ротировать продукты, употребляя их там 2 или 3 раза в неделю. Но, опять же, для выяснения наличия пищевой непереносимости я бы все-таки сделал цитотоксический тест. Okay, so the next question. It's a question continuing the previous one about this patient with thyroid cancer. So the question is that it's impossible to stop taking thyroxine in thyroid cancer patients after thyroidectomy and iodine therapy. They tried 5 different thyroxine drugs for individual sensitivity, and the patient has allergy to all of them. So the question, maybe we should add up some absorbents. And some absorbing agents. Other absorbing agents, I will utilize more detoxifying agents. It could be like glutathione many times. Glutathione would have maybe a good effect in help the liver to metabolize the product. That would be a good attempt. And also hydrocolon. In Spain, some colleagues, oncologists, they utilize hydrocolon to detoxify the body after chemotherapy. After they finish the last one, they start doing every day hydrocolon therapy for 5 days, and utilizing also intravenous glutathione. But still, it's an indirect way of utilizing the product. So maybe they're giving the thyroxine together with the cortisone, with steroid, to block any starting of reactions to the thyroxine. This would be a good attempt, but the utilization of glutathione and hydrocolon therapy in this case will be much helpful, and I believe it would be an alternative way to start and see what happens. It doesn't do any harm. The first thing is that, no side effects. Значит, если говорить в данной ситуации, то, наверное, скорее я бы рекомендовал не абсорбенты, а такую детокс, что ли, терапию, то есть препараты глутатиона, которые помогают печени, собственно, справляться с
ну, что ли, с такой пищевой нагрузкой. Кроме того, можно рекомендовать еще гидроколонную терапию. Например, я знаю, что некоторые химиотерапевты своим пациентам после курса химиотерапии назначают на 5 дней гидроколонную терапию. Это такой, ну, что ли, альтернативный способ справиться с существующей проблемой. Есть также варианты введения препарата, непосредственно препарата тироксина вместе со стероидными препаратами типа кортизона, с тем, чтобы, ну, что ли, снять отрицательные эффекты терапии. То есть я бы сказал так, что мы бы это нужно попробовать и посмотреть. То есть есть другие альтернативные способы, как мы можем попытаться справиться с этой проблемой, но их нужно попробовать и посмотреть, что мы получим. For the radioactive agents, I know that the zeolite has been utilized for this purpose, and zeolite is commonly acceptable. You can also have it in Russia. It's a mineral, so it's no side effects. It's not absorbed, but it's able to bind with the silicium on the molecule, many chemicals and many metals. So for an osmotic process in the gut, you can detoxify also from these chemicals with the zeolite. Look up on all the benefits of zeolite wherever you can, and see the effects of zeolite, also radioactive things. Some say that also can kill the cesium, which is radioactive. I don't have an experience, but I know that it was utilized even after Chernobyl, and has been successful in many therapies. I don't have an experience with it, but only with nickel and aluminum and mercury. I utilize it every day. Zeolite is a very good tool, not toxic, not absorbed, which can be utilized. Sorry, Professor, that's zeolitis. What's the name of this drug? Zeolite or zeolite? Zeolite. Zeolite. Zeolite, yes. Okay. If you ask Professor Alexander Polatev, he knows about. Есть в отношении радиоактивных препаратов или, скажем так, каких-то возможных реакций, связанных с натуральным металлом, можно использовать препарат, вот, если я правильно услышал, зерулит, это препарат, который, собственно, приемлемый, он вполне приемлемый для пациентов, он не всасывается и, собственно, ну, что ли, коррегирует астматические процессы в кишечнике, и для таких пациентов его применение может быть также весьма полезно. Okay. So the next question is, the next question is which drugs are not recommended and which are recommended for prevention from prostate cancer, breast cancer, colon cancer, and lung cancer? I didn't understand the beginning of the question about this type of cancer. Which products are not recommended, or which products are recommended for prevention against those 4 cancers? No, in a diet, nothing is recommended and nothing is avoided. Everything can be recommended, so long that nutrition is various. You have a certain amount of carbohydrates, proteins, and fats in the right amount. But the most important thing is to rotate the foods. So don't deprive people from taking out this type of food or the other type of food. All is necessary, so long that everything is balanced in a certain way during the day. So fibers are important. Fruit is important, but we must also eat with colors. It's important, the white colors, the orange colors, the red colors. Each one of the colors is important, the green color. So we must have some of it. In cancer prophylaxis, this is the thought, the universal thought that we believe, to eat everything, but in a various way, so that you don't deprive the patient from any type of food. Obviously, fish is okay. We utilize it
as an antioxidant, we pick up the omega-3, the omega-6, the omega-9, and all the minerals which we need. We must think of cancer as a single unity. Each cell of each organ needs ATP, needs energy. If we don't get this from nutrition, healthy nutrition, obviously we have an imbalance in the diet. The imbalance in the diet plus the inflammation we get from any food that we don't tolerate, it means that that inflammatory part of it and recurrence, we can lead also to recurrence of diseases like cancer. So I don't feel that anybody should avoid any food from the diet. Вы знаете, я не думаю, что мы должны избегать каких-либо пищевых продуктов. Это все важно. Ну, скажем так, все цвета важны, да, мы должны употреблять и красные продукты, и зеленые, и оранжевые, и так далее. Волокна очень важны в пище. Но самое важное, это, чтобы употребляемая пища должна быть, скажем так, сбалансирована. То есть, другими словами, таким, ну что ли, выводом по профилактике онкологии является то, что мы можем употреблять все, любые пищевые продукты, но в сбалансированном виде. Естественно, также важную роль играют различные антиоксиданты, в частности, вот то, что мы получаем с рыбы, всякие омега-3, 6, 9. Но в любом случае, опять же, нужно понимать, что каждая клетка нуждается в энергии, каждая клетка нуждается в питании, соответственно, в выработке энергии. Она выработке АТФ. Без адекватного питания возникает дисбаланс. И если на этот дисбаланс накладываются еще и воспалительные реакции, связанные с потреблением продуктов, которые, скажем так, являются непереносимыми, мы можем получить развитие каких-либо симптомов или даже серьезных заболеваний. Okay, so the next question, is again about which products it's better to avoid in case of psychiatric diseases and in case of autism? Well, start from autism first. We say that as a routine, we avoid casein and wheat, which is gluten. Gluten-free diet and casein-free diet is important. Then there's no food that we must avoid unless there is a reason. So if we put the child under a diet, avoiding these foods, we also got to check if he has developed other food intolerance. Obviously, we want to avoid all the chemicals the most as we can. So we got to give them candies. We give them candies and chocolate, which avoid certain types of additives, obviously. But we must check for food intolerance. For psychiatric problems, the same. Any imbalance in the diet, we can have panic attacks or depression. So it's important to have nutraceutic benefit from what we eat. Unless we're going to create imbalances in the diet, we're not going to have this type of problems. In schizophrenia, the same thing. We can develop some food intolerance, which may lead up to this type of problems, psychiatric problems. But if we have an hyperactive child, obviously that the hyperactive child resents a lot from preservatives and additives. So we must check the labels when we go to the supermarket and check if we get aspartame or citric acid or any other preservative in the foods. So there's no specific. We must check first if they have developed any specific allergy. In that case, we just avoid it for a certain period of time. It's not for life. If we are in front of food intolerance, we're not avoiding foods for life unless we have other reasons or an allergy IG mediated, where we can have even up to anaphylaxis in this case. We can treat these patients with a vaccine, which is called EPD, which is an immunomodulator, because sometimes people cannot stick to the diet for long periods of time. So if we start to challenge the food, we start to put food back into the diet, and the people react after certain months or even years, in this case, we want to desensitize the patient, and we can utilize a vaccine, which is called EPD. E stands for enzyme potentiate desensitization.
which is not more than like a vaccine, which we can utilize. It's a mixture of allergens. It can be used either for airborne allergens, grass pollen, mites, or mushrooms, or whatever, cats and dogs, and also for many types of foods. So we can utilize this therapy, and it's given the intradermal shot every, let's say, 2-3 times a year. And this will desensitize this patient so that we can create a tolerance towards these foods, and the patient can reintroduce it back into the diet without any side effects or recurrent symptoms. So it's a way to attempt to create tolerance again. Okay. Okay, it will take some time, Professor. Значит, если говорить об аутизме и, собственно, проблеме питания, то, как мы уже говорили, нужно избегать таких продуктов, как казеин и, собственно, глютен. И в отношении остальных пищевых продуктов нужно проверить, нет ли на них, собственно, нет ли на них непереносимости, и, соответственно, их нужно избегать. Соответственно, с психиатрическими заболеваниями примерно то же самое, потому что дисбаланс в диете может приводить к паническим атакам, к развитию депрессии, и шизофрения, скажем так, приступ мог быть связан с некими, скажем так, пищевыми нарушениями. Собственно, требуется просто корректно сбалансированная диета. И то же самое, если говорить о детях или таких нарушениях, как дети с, например, синдромом гиперактивности. Соответственно, если говорить о терапии, связанной, скажем так, с лечением в течение жизни, то зачастую мы можем пробовать, скажем так, применять у пациентов, как профессор назвал это, вакцина EPD. Это энзим потенцированной десенситизации. То есть это некий препарат, который, собственно, включает в себя различные аллергены. Это могут быть аллергены и на животных, и пищевые аллергены и так далее. Делается, пациенту назначается 2-3 раза в год, собственно, интрадермальной инъекции этой вакцины, что в итоге позволяет добиться десенситизации и, собственно, возможности употребления тех или иных пищевых продуктов в течение жизни. Okay. So actually, Professor, I see here from Yelena that was the last question for you, because we have a couple more here. But I suppose we should sort of say, let you go, release you from that. So, what do you think? Okay. Хорошо. So we finished the lesson here today. Okay. Хорошо. Профессор говорит, что вот, собственно, мы тогда на сегодня, собственно, завершим этот урок. И, собственно, so you want to say something else for now, for kind of like some final words? No, final words is that I hope to have you back, and or I should be back with you, and we talk about more and more things and other fields, and so that we can coordinate some other lectures on the subject, and so that we can go into each matter. Like we said, autism, we just spoke very little on it, and also for psychiatric problems, we just said very little things. But each one of these diseases can be, let's say, more studied, and we can go into it and explain more, and emphasize that nutrition is the most important thing, I believe. И, собственно, профессор в заключение говорит о том, что, собственно, он надеется на то, что наши контакты вот такие будут продолжены, и мы, собственно, проведем еще не одну такую встречу, на которой мы будем обсуждать уже скорее конкретные патологии, поскольку сегодня мы буквально прошлись по верхам. Такие состояния, как, например, аутизм, они заслуживают отдельного обсуждения и отдельных, скажем так, дискуссий и описания, собственно, возможных методов лечения. И он надеется, собственно, то, что мы это сможем осуществить в будущем. Okay, Professor, then thanks a lot for that.
Thank you, and thank you for the whole audience. Okay. И профессор также благодарит всех слушателей за их, собственно, внимание. Okay. Okay, so I think we can switch off. Okay, bye-bye. До свидания. Say hello to everybody. Bye-bye. Bye-bye.